Здравствуйте, дорогие мои подписчики, гости моего канала. Сегодня я хочу для вас посмотреть расклад на тему разговор с его душой. Хочу вызвать мужчину на разговор сегодня. Вы можете смотреть на колоде Ленорман или на колоде Кипер, а можете смотреть и то, и другое, все как вам нравится. Итак, я начинаю, и для меня нужен сигнификатор мужчины для этого расклада. Посмотрим преддиагностику, посмотрим атмосферу, которая окружает его. Вас я смотреть не буду пока. Где-то, может быть, у вас есть подозрения относительно вашего любимого человека. Вот он анализирует страсть, да, то есть что-то не клеится, может быть, связанное со страстью, может быть, он где-то что-то подсматривает, но есть у него какие-то сомнения и подозрения относительно вашей ночной жизни. Давайте посмотрим дальше. Что нам карты о нем расскажут? Человек может быть резкий, да, умный, не дурак, хороший мужчина, преданный, на него можно положиться. И такие люди были в его семье, да, в его родне. У него достаточно сексуальная, возможно, внешность, да, очень даже такой миленький, может быть. Но есть острота какая-то, есть, может быть, он остр на язычок, да, как говорится, или обладает таким острым разумом, острым умом. Все это ему передалось под наследство. Ну и страстный, конечно же, да. Карта его видит собакой. Это очень хорошая карта. То есть человек, на которого можно положиться. Что у него на душе? Он переживает. У него есть сомнения, да, вот как я уже сказала. Может быть, у него есть вредные привычки, но это из-за того, что есть запутанные ситуации в его обществе, там, где он вращается. Он хотел бы, может быть, навести мосты, с кем-то помириться, но не знает, как это сделать. И от этого ему очень плохо. Вот от того, что он не знает, как с кем-то помириться, ему очень тяжело. Это тяжело в его душе. В его душе очень нехорошо. Как он видит будущее с вами? И видит ли его душа будущее с вами? Да, конечно. Его душа хочет найти подход, хочет ключик найти к вашей любви. Он знает, что ваша любовь взаимная. Он будет хлопотать по поводу того, чтобы открыть эту дверцу к вашей любви. Возможно, с ним у вас была ссора, и ему теперь от этого очень плохо, да? А он видит, что он обязательно сможет наладить с вами мосты, навести мосты, помириться. И все будет у вас хорошо. Я хочу вашу посмотреть, что вы... Охлаждение на ночном уровне у вас здесь идет. Что он прячет? А он прячет, возможно, то, что хотел бы предложить вам руку и сердце. Здесь человек подумывает о серьезных намерениях между вами. Здесь есть такой момент. В чем, по его мнению, могут быть препятствия, да? В чем препятствия, по его мнению? Как он вот внутри себя это видит? В родственных связях могут быть препятствия здесь. Здесь может быть то, что кто-то из родственников манипулирует. Может быть, женщина по материнской линии или мать.
И здесь сильное влияние, как будто вот имеет на, возможно, на вас или на него, и это является препятствием. Его душа знает это, она это видит. И что будет, я хочу посмотреть, что будет между вами. Будет, конечно, любовь, но будут какие-то препятствия, будут блоки, связанные с финансами в вашей паре, да. Может быть, вы получите какую-то информацию, которая резко преградит ваше вот это вот, ну, исполнение какой-то вашей мечты, да, потому что что-то вот произойдет, откроется и выставится блок. Не выставляйте этот блок, и тогда останутся только две вот эти карты. Две карты, которые показывают на успех и в любви, и в деньгах. Но здесь карта блока вышла, и поэтому здесь могут быть проблемы. Могут быть проблемы, связанные с разговорами относительно финансов, да? То есть что-то кто-то не договаривать может, или вот как уже здесь родственные могут задействовать, быть влияние, манипуляции. И давайте итог посмотрим, что в итоге будет ли все хорошо. Да, в любом случае, в итоге будет все хорошо. Перемены будут. Перемены в лучшую сторону в семье будут, связанные с каким-то известием. О чем? О том, что нужно будет принимать какое-то решение. Так. Здесь идут, конечно, нервные ситуации, и нужно будет принимать решение, может быть, ага, здесь... Если кто-то куда-то хочет отправиться, пока у него не получится, будут блоки на переездах, на поездках будут пока какие-то блоки. И вот это, видите, его душа нам рассказывает. И когда это в подсознании, не всегда даже сам мужчина может, ну или любой человек может это увидеть. А карта это все видит. Они очень имеют повышенную чувствительность к энергиям, да, и все это, видите, они как в картинках нам передают. Давайте посмотрим на другой колоде. Я надеюсь, что здесь вам ситуация понятна. То, что где-то есть блоки, где-то пока какие-то ограничения, но так бывает. И мы на онлайн-раскладах смотрим только на ближайшее будущее. Естественно, ситуация может поменяться в будущем. Итак, давайте посмотрим на колоде Кипер, вызовем мужчину и поговорим с его душой. Я вас не буду смотреть пока. Да, здесь есть у вас переживания по поводу судебных, может быть, каких-то вопросов, волнения какие-то, да. Но мы смотрим его душу. Это может быть другие какие-то вещи, которые вас волнуют. Кто-то, может быть, вам палки в колеса ставит, и вы из-за этого переживаете. Тут совершенно разные могут быть ситуации. Так, ну что ж, у вашего мужчины есть подозрения относительно родственников, относительно недвижимости. Он что-то прячет, да, он, может быть, прячет обман какой-то, может быть, сам обманывает кого-то в родне, а может, это касается того, что есть какая-то фальшивая персона в его родне, и он это знает, Фальшивая персона, которая манипулирует им, да, вот так. Итак, посмотрим, что представляет собой ваш мужчина. Домашний мужчина. Домашний мужчина. Очень часто в семье этого и в предках этого мужчины, этого человека
Были лица, которые вмешивались в его личную жизнь. Вот здесь мне проявлен именно такой мужчина. Это может быть какая-то женщина, да, это может быть вот, это как его карма идет. Все время какие-то лица влезали в его пространство, и все это идет с прошлого, да, с его рода. И вот он сам по себе может быть и домашний человек, или может владеющий какой-то недвижимостью, но всегда кто-то его, какая-то женщина хочет обвести вокруг пальца. Или же не только женщина, но еще какие-то люди в его жизни. Посмотрим, что у него на душе. Здесь говорится, скорее всего, о человеке, который мягкий, да, такой вот. На душе у него он думает о доме, об ограничениях, которые, возможно, есть у него в доме. Он думает о достоинстве своем. Да? Может быть, здесь ему в доме нужно проявлять какое-то, ну, как-то вот достойно себя вести. И он это все анализирует. Вот, может быть, он анализирует поведение других людей в его доме, да, которые все время ему где-то мешают жить, где-то они хотят что-то. Вот. Но еще он хочет, чтобы все было по достоинству в любви. Если, например, вы с ним расстались, то он об этом думает. Он хотел бы, чтобы было все правильно, чтобы, если он вас обидел, загладить свою вину он хочет. Он думает также, может быть, о доме, где будет царить любовь. У всех это по-разному проигрываться может. Как он видит будущее с вами и видит ли вообще будущее с вами? Посмотрим. Здесь, видите, женщина какая-то выходит. Здесь будущее он видит с вами, что вы богатая такая женщина, а он богатый мужчина, и вы вместе. Вы вместе, может быть, путешествуете куда-то, может быть, как бы куда-то уедете, просто переехать хочет с вами, да. А здесь пара, вот это вот пара, богатая женщина, богатого мужчины. И его видение – это стать такими хорошими, богатыми, достойными людьми. Вот. Ну, человек, в принципе, порядочный, я вижу. Давайте посмотрим вас, что вы нам скажете. А вы считаете, что фальшивые персоны какие-то работают не в вашу пользу, да? Или, может быть, он обманул вас, поработал таким способом, что вы его видите, этой фальшивой персоной. И у каждого это может быть свое. То есть проявился какой-то обман. Вот у вас такое состояние, что вы что-то узнали. Что он прячет? Ну, смотрите, эта карта вот вышла. Он долгое время переживал, да, долгое время переживал и не находил, может быть, себе места. Но теперь он собирается закрыть это состояние. Он хочет убрать потери, он хочет закрыть и начать что-то заново в своей жизни. Он устал от этой черной полосы, которая уже достаточно давно длится в его жизни. Он хотел бы обновления. Он больше не хочет переживать, он хочет идти к радости и свету. Какие препятствия, по его мнению, в ваших отношениях? В чем препятствия? То, что нет подарков судьбы, возможно, долгое время, нет возможностей, да, каких-то. Может быть, это то, что вы расстались, или он вас бросил, и из-за этого, или вы его, да, и вот не знает, как изменить эту ситуацию, можно ли что-то исправить или что-то вернуть. Вот такой момент. И я хочу посмотреть, что будет, есть ли будущее между вами.
Ну, вообще карты показывают на какие-то разборки, но дело в том, что колесо, вот эта вот карта, ну, может быть, не зря я сказала колесо фортуны, да, это карта большой удачи, и ее можно назвать колесом фортуны, и она идет непосредственно на тот разлад, на тот раздор, который был между вами и вашим мужчиной. То есть здесь карты хотят показать, что у вас будет примирение, вознаграждение за, может быть, за какие-то моменты. Здесь карта не только налаживания отношений, но и большого счастья, больших финансов. Здесь две карты денег. Вот эти карты можно, ну это карта золота прям, да, сыпется, как из рога изобилия, но также и большого счастья. И оно все идет вот на эту карту, на карту разладов между вами, на карту, если вы поссорились, да, будет примирение однозначно. Я хочу взять, что будет в итоге в ваших отношениях. Замечательные карты выходят, они говорят о том, что если он далеко, он обязательно приедет. Здесь карта любви, свиданий, когда двое, они как одно целое и друг без друга не могут. Да? И сверху еще Амур. Вот здесь карты говорят о том, что будут встречи. Если он уезжал, он приедет. Если было отдаление, он появится. Здесь замечательный расклад, все изменится в лучшую сторону. Это говорит он, говорит его душа. Все это будет в будущем. До свидания.